Всем привет! Сегодня поговорим о спавне мобов. Данная информация актуальна на версии 1.16 и ее подверсии. В игре всего 73 моба, легальным способом можно получить только 69, и мобы, которые натурально спавнятся, всего 61. При создании мира появляется всего 9 мобов, а именно корова, курица, свинья, грибная корова, овца, волк, жители, ведьма и дракон края. Создаются они спамчанки, который всегда прогружается. Далее, каждые 400 игровых тактов или 20 секунд происходит цикл спавна дружелюбных мобов. Появляются они на самой высокой точке чанка. Для враждебных мобов этот цикл намного быстрее, каждый такт или 1/20 секунды. Мобы не могут спавниться на прозрачных блоках, имеющих свой инвентарь, полублоках нижней позиции, светящихся блоках, заборах, калитках, дверях, рельсах, механизмах и коврах. Также для спавна моба должны быть блоки воздуха, равные высоте моба. Мирные мобы спавнятся днем, на траве и подобных тому блоков. В отличие от враждебных мобов, они не диспавнятся при уходе игрока на 128 блоков. Спавн мобов происходит снизу вверх, поэтому рекомендую вам освещать пещеры. Враждебные мобы спавнятся при яркости ниже 7, и чем меньше уровень света, тем больше спавн мобов. Яркость можно посмотреть на экране отладки на строчке Client Light. Теперь о радиусе спавна мобов. Если я говорю о радиусе, представляйте себе не цилиндр во всю высоту карты, а сферу. Сфера из стекла на записи имеет радиус 128 блоков. В радиусе 16 блоков прекращается работа спавнеров. В радиусе 24 блоков начинается спавн мобов. В радиусе 32 блоков мобы стоят и начинается случайный диспаун мобов. После того, как моб уйдет от игрока на 32 блока, у него начнется таймер на 600 тактов или 30 секунд. После этого у моба каждый такт имеет шанс 1 к 800, что моб диспаунится. В 128 блоках от игрока полностью пропадают все враждебные мобы, однако мирные мобы остаются. На записи мобы могут вести себя по-другому, так как сервер, на котором я играю, имеет неофициальное ядро. Теперь перейдем к конкретным мобам. Во многих биомах спавнятся мирные мобы, а именно овцы, свиньи, курицы, коровы и спруты в воде. В темных местах и ночью, за исключением некоторых биомов, пауки, зомби, скелеты, криперы, странники края. В лесном биоме и тайге также спавнятся волки. В джунглях спавнится оцелот, панда, попугай. В водных биомах спавнятся только спруты, треска, лосось, иглобрюх, тропическая рыба, стражи, древние стражи, утопленник. В грибном биоме спавнятся грибные коровы, летучие мыши и фантомы. В нижнем мире спавнятся только гасты, странники края, хоглины, страйдеры, пиглины, лавовые кубы, ифриты, скелеты и скелеты-сушители. В краю спавнятся странники края, дракон и шалкеры. На болоте и на слаймчанках ниже 40 блоков по оси Y спавнится слизни. Если зомби попадает в воду на 30 секунд, то он превратится в утопленника через 15 секунд. Кадавры сначала превращаются в зомби, потом в утопленника. Зомби-жители не превращаются в утопленника. Странствующий торговец спавнится каждые 24 тысячи тактов или 20 минут с вероятностью 2,5%. Далее через 24 тысячи тактов происходит еще один цикл спавна, только уже с шансом 5%. И так далее до 7,5. Далее через 48-72 тысячи тактов или 40-60 игровых минут торговец диспавнится. У мобов есть свои категории: мирные, враждебные, нейтральные, водные, водная среда, просто среда и разная. Мирных, враждебных и нейтральных мобов мы пропустим. Водные мобы — это спруты, дельфины, стражи и так далее. Водная среда — это мой плохой перевод, так как я не знаю нормальной альтернативы на русском. Ну а так это рыбы. Просто среда — это летучие мыши. Разная — это мобы, которые не могут быть заспавнены натурально или имеют свои правила спавна. На вики Майнкрафта есть формула, по которой можно узнать, сколько максимально мобов будет заспавнено в чанке. Каждый тип моба имеет свою константу. Враждебные 70, нейтральные 12, пассивные 15, создание 10, среда, летучие мыши 15, водные создания, спруты, дельфины, стражи 5, водная среда, рыбы 20, остальное минус 1, или просто не спавнится. Если вы играете не в одиночной игре, то у каждого игрока есть свои прогруженные чанки. Если игроки уйдут далеко друг от друга, то это может нагружать сервер. Но если у вашего сервера не официальное ядро, то вы можете изменить константы мобов. Мобы могут спавниться в спавнерах, натуральных спавнеров всего 7. Спавнеры зомби, скелетов, пауков встречаются в сокровищницах. Спавнер ядовитых пауков находится в шахтах. Спавнер пауков также находится в лесном особняке, в секретной комнате. Спавнер чешуйниц находится в крепости с порталом. Спавнер эфритов встречается в адской крепости. Спавнер лавовых кубов находится в бастионе. Курица может появиться с вероятностью 12,5% или 1 к 8 из разбившегося яйца. Вы можете создать железного голема, поставив железные блоки формой Т и поставить сверху тыкву. Снежного голема можно сделать, поставив 2 снежных блока друг на друга и тыкву сверху. Из сушителя можно заспавнить, поставив песок душ буквой Т и 3 головы скелета из сушителя сверху. Мобы могут быть заспавнены при помощи яиц спавна. О спавне жителей я вам расскажу в другом видео.
На этом все, а теперь позвольте я забуду пароль от твоего YouTube аккаунта еще на 6 месяцев.